Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Мы из Украины. Украина показала всему миру, на что она способна. Это что? Это что за итоги или пожелания? Кто кому что показывал? Кто-то из вас миру что-то показывал? На каждом шагу в ленте вижу подобную формулировку и думаю себе, да когда же мы избавимся от совковой привычки и выглядеть лучше, чем мы есть на самом деле? Когда мы уже поймем, а точнее усведомим, что нам никто ничего не должен и никто на нас не смотрит с целью увидеть нашу реакцию на события. 24 февраля утром кто-то из вас что-то кому-то хотел показать? Наче бачу. Подскакивает такой дядька в кровати, и первая мысль: «От я щас покажу всьому світу, які ми стійкі і єдині». Ну что за муть? Что за большой отчет перед начальством? Утро 1 января в Кремле представьте лучше. Отработали? Да. И как? Позбивали. Что, все? Так точно. А мопеды? Тоже. Что тоже? Как отработали мопеды с поздравлениями на крыльях, спрашиваю. Сбиты. И кто мы теперь после этого? Страна-победитель, бросившая вызов многополярному миру. Новый год позади, славненько. Всех поздравляю, пояс безопасности стал еще ближе. Это такая интересная штука, конечно. Никто никогда не хочет ничего слышать, чего-то оптимистичного. В ответ идут аргументы «Да Россия за это как?» или «Ну тогда нам точно пи». Тем не менее, пояс безопасности становится все ближе. Ну, потому что если в лобовое стекло летит болт, а вы не сворачиваете, прилетит же. Я сейчас не только о территориях, за счет которых можно и нужно строить пояс безопасности для победившей Украины. О них тоже, конечно. Но все же натолкнули меня на невероятно интересную мысль. А что, если у россиянцев в голове такой пояс отгрохать для начала, а? Получается, сразу две меры по противодействию будущему реваншизму. Эффективны обе. Особенно, когда идут вместе. Здравствуй, солдат Белоладов. Во-первых, украинцев ты таки боишься. Во-вторых, от Брянска до Воронежа не осталось ни единой нефтебазы, тем более НПЗ или какой-то схожей инфраструктуры. В-третьих, страшно. Уже говорил, а это второй солдат добавил. В-четвертых, в серой зоне тебя будут так полосовать, солдат Белоладов, что никакая Женевская конвенция и близко не будет в курсе. И твои ДНК-материалы, солдат Белоладов, домой отправят по почте, чтобы другие задумались. Страх и подготовленная местность. Хтонический ужас с четко выраженным на карте ландшафтом. Царство ночных кошмаров для них, а нам идеальное заграждение от ополоумевшей империи. Россия не хочет лечиться от комплексов. Устроим ей еще один. Давайте, это будет прикольно. Пояс безопасности становится все ближе, хотите вы того или нет. Уже сейчас на территории условного Белогорья ЗСУ побаиваются больше, чем гнева стерха, потому что тот в Москве. А если разозлятся наши, ой-ой-ой, ховайся в жито. Логично, что стерха боится губер, остальным страшнее думать о злых дядьках в таланах. Чуть ли не каждый день Белгородская область готовится стать частью пояса безопасности. Нефтебазу ей обновили в самом начале общения. Сейчас летает по всей области довольно точно. Раз по этой земле к нам может в любой момент пойти новая орда, сори, но нужно довести регион до такого состояния, чтобы двигалась эта орда самая быстрая пешком. С тем, что в голове у солдата Белоладова и ему подобных, все чуть сложнее. Весной сработали фото и видео хороших русских по нашим посадкам. Отлично, прям в десяточку влетели, поверьте, их не только мы смотрели. Многие по ту сторону тоже вглядывались тщательно. Тогда мы начали культивировать у русских отношение к Украине как к новой Чечне. Не в том смысле, что со второго раза победишь, нет. Скорее, что здесь тебя встретят, и тебе так понравится, что останешься тут навсегда. Ну, или что-то в этом стиле. Но потом мы перестали. Почему? Честно, не знаю. Если не очень гуманно, простите, в Буче было не очень гуманнее. Если бы нам все по списку Залужного дали, давно закончили бы, куда быстрее. Он как раз гуманен, настоящий офицер, у которого лишней жестокости никогда не бывает. А пока всего этого нет,
Я бы мечтал возобновить работу над подсознательным внутричерепным ограничителем россиянских гостей в Украине. Не нужно их пугать понапрасну. Нужно, чтобы они от одной мысли о слове на букву «У» из «ина» в конце тут же сдвигали ноги и вытирали под ними пол. В конце концов, это надежнее. Вон, Чечню они до сих пор хозяином считают. Мутузить приграничную полосу и строить миф о себе. Хозяйственное. Справимся. З Новим годом! Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24UA Пенс. Зробіть тут і там червону пімпочку сіренькою, потім тисніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України.